Да-да, сегодня у нас в гостях тот самый симпатичный зверек из популярного мультфильма. Знакомьтесь, мадагаскарский кошачий лемур, он же кольцехвостый лемур или ката, эндемик одного из самых больших островов на планете Земля под названием Мадагаскар. Впрочем, у местного населения в ходу другое название этого животного – маки. Существует легенда о том, как древние римляне впервые приплыли к Мадагаскару, услышали среди ночи жуткие вопли и увидели среди лесной чащи горящие глаза. Добрые духи на древнеримском именовались ларами, а злые – лемурами. Так и закрепилось название за страшными зверьками. Согласно другой гипотезе острова Мадагаскар, это единственная оставшаяся на поверхность часть огромного материка – Лемурии, который внезапно ушел под воду. Выдвигается также предположение о существовании в далеком прошлом сухопутного моста между африканским континентом и островом Мадагаскар, который в дальнейшем был затоплен морскими водами, благодаря чему и образовались уникальная фауна и флора острова. Как бы то ни было, живут лемуры только на Мадагаскаре и в незначительном количестве на восточном побережье Африки и Коморских островах. Относятся лемуры к отряду низших макроносых приматов. Эволюционная ситуация с этими забавными зверьками весьма интересна. Если в конце 20 века к лемурам относили всего лишь 31 вид животных, то в настоящее время уже известно более 100 видов, в том числе и давно вымерших. И это при столь ограниченном ареале. Ископаемые лемуры, кстати, были в основном достаточно крупными, медлительными животными, которые вели преимущественно дневной образ жизни. Сохранившиеся до наших дней видов лемуров принято разделять на 5 семейств. К последнему из этого длиннющего списка и относится наш кошачий лемур ката, один из самых известных видов и символ острова Мадагаскар. Ката встречается только на юге и юго-западе острова Мадагаскар. Лемуры, честно говоря, похожи на обезьянок с другой планеты. Из-за больших глаз, окрашенных темными кругами, они напоминают инопланетян. Долгое время макроносых приматов ошибочно принимали за полуобезьян. Главное отличие с приматами – влажный нос, как у собак, и очень хорошее развитое обоняние. Тоже как у наших гавкающих друзей. Кошачьи лемуры легко узнаваемые по длинному пушистому хвосту, который украшен черно-белыми чередующимися кольчатыми полосками. Роскошный хвост лемура украшен 13 черными и 13 белыми кольцами. Хвост обычно поднят, как антенна, улавливающая радиоволны соседних планет, и загнут спиралью. С помощью хвоста они сигналят своим собратьям о месте своего нахождения, балансируют на деревьях и совершают прыжки с ветки на ветку. А еще такой красивый хвост кошачьим приматам необходим во время вонючих боев в период спаривания, но об этом позже. А еще одна функция главного богатства кошка-обезьяны – это согревание. Они просто им оборачиваются, потому что хвост намного длиннее, чем тело, примерно на треть. Размерами это животное сопоставимо со средней домашней кошкой. Вес около 3,5 килограммов. У кошачьих лемуров очень густая и плотная шерсть, сероватая или розовато-коричневая на спинке и белая на животе и внутренней части лап. Большой палец на передних лапах лемура противопоставлен остальным, что позволяет животному крепко цепляться за ветки и хорошо удерживать пищу. На втором пальце задних лап имеется длинный коготь, которым ката расчесывает свою шикарную шубу. А теперь самый главный вопрос, который вы мне точно хотите задать. Почему мало того этот лемур обезьяна, так еще и кошка? Внешне ката мало похож на кошку, однако среди диапазона звуков, издаваемых лемуром, хрюканье, тявканье, вой, визг, щелчки, большее место занимают мяуканье и мурлыканье. Напоминает кошку и походка лемура, очень грациозная и пластичная, с хвостом трубой, как у наших барсиков и мурок, когда у них хорошее настроение. Кошачий лемур, в отличие от других лемуровых, достаточно много времени проводит на земле, в поисках пищи, отдыхая или принимая солнечные ванны. Он может быть довольно активен в течение дня, однако пик активности ката все равно приходится на сумеречно-ночное время. После прохладной ночи кошачьи лемуры очень любят сидеть и греться на солнышке, раскинув в стороны передние лапы, медитируя, как лучший йог на планете.
Кошачьи лемуры – это очень социальные животные. Не зря же они приматы. На воле каты живут большими группами с 20-30 особей. В составе каждой группы приблизительно равное количество самочек и самцов, и молодняка. Причем самочки остаются на всю жизнь в родном сообществе, а самцы могут мигрировать из одной группы в другую. Внутри группы ката царит самый настоящий матриархат. Возглавляет сообщество самочка. Все решения принимает только она. Другим самкам также достаются самые лакомые кусочки еды. И даже пьют самки первыми. У кошачьих лемуров именно девушки выбирают будущих партнеров для любви. Кстати, территория, занимаемая одной группой лемуров, может достигать 30 гектар. Самцы царапают кору деревьев и метят территорию секретом подмышечных желез с острым запахом. А группа хвостатых девушек остается на одном месте всего 3-4 дня, а потом переезжает, разбивая лагерь на некотором удалении от прежнего, обычно до 1 километра. Каждая группа ката ревностно и агрессивно защищает свою территорию. Нередки стычки за территорию между разными группами. Кошачьи лемуры преимущественно вегетарианцы. Основу их рациона составляют различные фрукты – инжир, бананы, цветы, молодая листва и кора, травянистые растения, некоторые виды кактусов, однако изредка могут полакомиться и насекомыми. Но и о пикантном. Кольцехвостые лемуры имеют уникальные железы на запястьях и плечах, которые производят сильный мускусный запах. Самцы ката участвуют в так называемых дуэлях запахов для определения доминирования и привлечения самочек. Во время этих дуэлей самцы натирают свои хвосты секретом из желез, а затем взмахивают хвостами в направлении соперника, стараясь превзойти его по интенсивности запаха. Такая демонстрация не только помогает установить иерархию среди самцов, но и является способом привлечь внимание самок. Интересно, что эти запаховые сигналы настолько важны, что они могут служить даже для идентификации отдельных лемуров. Ученые обнаружили, что запах каждого лемура уникален, как отпечаток пальца у человека, и используется для распознания и общения внутри группы. Ну а после вонючего танца феминистка выбирает себе мужчину с самым длинным хвостом, после чего ходит беременной 222 дня. В результате чего на свет с конца августа и до конца октября появляется 1, редко 2 детеныша весом до 120 грамм. Сразу же после рождения детеныш крепко цепляется за шерсть на груди или животе матери, а затем со временем перебирается к ней на спину. Для надежности и большей безопасности заботливые мамы обвивают детенышей хвостом. У самочки кошачьих лемуров 2 пары молочных желез, однако только одна из них пригодна для выкармливания детей. Кормят они малышей молоком до 5-месячного возраста. Причем в отсутствии матери накормить детеныша может любая другая самка. По достижении 2-месячного возраста мелкий лемур начинает покидать спину матери, однако ест и спит он по-прежнему с ней. Становится полностью самостоятельным он после полугода. И как ни жаль, у ката очень высокая детская смертность, которая может достигать половину общей численности. В природе продолжительность жизни кошачьих лемуров не превышает 20 лет, однако в неволе эти зверьки способны прожить и 30. К сожалению, численность популяции кошачьих лемуров за последние 25 лет снизилась на четверть. И хотя один из главных врагов ката это фоса, мадагаскарский лев или мадагаскарская пума, наибольшую опасность для них представляет, увы, опять обезьяноподобные. В неволе кошка-лемуры не размножаются, поэтому приобрести детенышей для домашнего разведения сложно. Цена за диковинку достигает $5000. И в целом кошачьи лемуры приручаются неплохо. Они доброжелательны, не проявляют агрессии и обычно вполне дружно уживаются с другими домашними любимцами. Но как бы ни были очаровательны кошачьи лемуры, это не самое подходящее животное для содержания в условиях обычной квартиры. А как вы думаете, почему на столь узком ареале появилось столько много разных видов лемуров? Пишите в комментариях. Для тех, кто долгое время с нами, кто хочет поддержать развитие канала, может перейти на платформы Boosty и Patreon по ссылкам в описании. Там видео будет появляться раньше и без рекламы, а возможно и видео, которых не будет на платформе YouTube. Надеемся, что вы цените наш труд. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Не забываем ставить лайки, писать комментарии о том, какого бы животного вы хотели бы увидеть в следующем видео, и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает развивать
развитию нашего небольшого сообщества. Подписывайтесь на наши паблики по ссылкам в описании к видео. Там много интересного. С вами был канал о животных ЗУ. Мы собираем большую видеоэнциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами. До скорых встреч!